Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема, которую я вам обещала озвучить, это требует от меня пространства, поскольку эта тема, эта информация, она кому-то очень нужна. В первую очередь я хочу сказать, что тем, кто желает идти к себе, кому нужна помощь, вы можете воспользоваться курсом «Путь к себе» под моим кураторством. Это набор инструментов, это быстрая помощь для возвращения себе самоуправления, выхода из системы автопилота и возвращения управления своей системой, своей жизнью в свои собственные руки. Для этого вы можете написать на WhatsApp все вопросы, что вас интересует. Отправляйте туда. Итак, как происходит воплощение? Как я уже говорила, человеческая система, эта информация есть, она состоит из трех основных компонентов. Это физическое тело, это душа и дух. Главнокомандующим является в этой системе дух. Под задачу духа подбираются два составляющих. Это душа и тело. В зависимости от той задачи, которую намерен выполнить дух в воплощении, под эту задачу подбирается душа. Что такое душа? Душа – это живая энергия, частица живой энергии, которая несет в себе информацию воплощений. То есть это некий жесткий диск, на котором есть информация вся о тех личностях, в которых присутствовал этот данный жесткий диск. Набор опыта, набор соответствующей какой-то кармы, недоделанных вопросов, вещей. Все, в общем-то, что вы слышите из информационного пространства, это записано на жестком диске душа. Опять-таки повторяю, это живая частица. Под эти задачи, в зависимости от того, что записано на этом диске, создается, формируются параметры физического тела и физического воплощения. То есть, исходя из этого, определяется, в каком месте, на каком уровне будет воплощена душа, дух и явлено физическое тело. У кого, в какой мир она придет, в какую она семью, в какой род, в какую обстановку она придет. Далее определяется событийный ряд. Опять-таки событийный ряд совмещает в себе проработки, которые есть у души, и те задачи, которые намерен воплотить дух. Но прежде чем дух вступит в полную, скажем так, силу для воплощения своих задач, первостепенно, что должен сделать дух, это пройти уроки, которые предполагает душа.
кармические задачи, кармические партнеры там. Это выравнивание, то есть он должен выровнять. Плюс к тому, в какую семью придет, в какой род придет, то есть там добавляются родовые программы, семейные программы, отработки. Все это предполагается в событийном ряду, который, опять-таки, выстраивается заранее для того, чтобы воплощающийся дух знал, куда он идет и что будет происходить. То есть это записывается, это знает дух, то есть это знает человеческое неосознанное, это знает подсознание. Подсознание, неосознанное, высшее я, дух – это все одно и то же. Называется по-разному, но это все одно и то же. Когда человек употребляет слово вера, вера – это знание, которое есть у духа, у неосознанного, у подсознания. Это все одно и то же. Вот подсознание знает, и человек, доверяя, находясь, не осознавая этого знания, он верит, и он просто идет. Вот эта вера к религии, она не имеет никакого отношения. Плюс к этому вера является мощной энергией, движущей силой всего того, что происходит в жизни человека. И того, к чему он идет и стремится. Итак, зная эти параметры, дух, в общем-то, пребывает как бы в полной уверенности, в полном знании того, что его воплощение, его как бы путь будет вот таким вот. Да? Запомнили мы эту информацию. Теперь, значит, определили, как работает вот эта система воплощения. Теперь поговорим о тех звездных странниках, звездных духах, которые приходили на планету волнами в больших количествах, добровольцах, для того, чтобы поднимать вибрации планеты, для того, чтобы перевернуть, перекрутить вот этот вот тумблер с минуса на плюс. Таких звездных духов большое количество воплощалось и воплотилось и ныне присутствует на планете Земля. Дело в том, что когда прекрасный дух обитает, живет на высоких измерениях, он не отдает себе полного отчета того, что происходит в том плане, куда он собирается спуститься, туда, куда собирается он упасть. Потому что чем выше уровень сознания, чем выше уровень вибраций, все воспринимается иначе. И от этого вот эта разница восприятия, она очень сильно влияет в последующем на, в общем-то, само воплощение, в которое он идет и соглашается. Долгое время планета была заблокирована, и связи никакой не было. То есть эта планета считалась уже практически, в общем-то, гиблым местом отработанным, которым, кроме как
на зачистку ничего больше не предполагалось. От чего? От того, что захватчики, враги рода человеческого, они изолировали, то есть здесь стояла изоляция. Полевые силовые установки, которые просто блокировали полностью взаимообмен вот этих вот энергий, информации, да, энергоинформационных потоков. И когда дух, воплощение предполагает полное забвение, то есть таковы правила воплощения на данную планету, в данную структуру. И когда дух идет на воплощение, проходя через забвение, это для него уже является стрессом, потому что долгое время он даже при смене тел, при перевоплощении, он осознавал, знал свои прошлые воплощения, знал свои задачи. В общем-то, забвение было ему неведомо. Это для него новое. И вот он такой одухотворенный, такой пылающий жаждой справедливости, помочь планете, землянам, как-то исправить эту ситуацию. Вот такой замечательный светлый дух, проходя через забвение, попадает в очень тяжелые, несвойственные для него мир, вибрации. Это уже является стрессом. Но это было бы еще полбеды. Дело в том, что очень долгое время и по человеческому, да, то есть по человеческому восприятию, не с высших планов, то есть время это некая такая условность. По человеческому восприятию долгий период времени, там несколько столетий, сюда заходили высшие духи с высших измерений, и они просто пропадали. Большое количество звездных братьев, звездных странников погибло, потеряно, утрачено. И это все списывалось на то, что не смог, да, то есть не смог. Более того, я скажу, что для понимания этой информации необходимо иметь более обширное представление, мышление, пространственное, если хотите, то, которое очищено от неких шаблонов. То есть здесь нужно отключить все то шаблонное мышление, которое у вас есть, всю ту информацию, и попробовать воспринять, как это происходит. Так вот, совсем небольшое, так скажем, несколько десятилетий назад, была предпринята, так скажем, последняя, скажем так, заключительная попытка изменить положение, которое виделось, в общем-то, создателям, изменить это положение и, в общем-то, как изменить? Опять-таки отправлять тех же самых добровольцев, но предупреждаю, что это будет, в общем-то, непросто, что это сложно. Но даже при этом вся картина никому не была видна. И насколько все страшно, запущено, насколько все, в общем-то,
захвачена и контролируема, представления об этом не было ни у кого. И даже на данный момент это представление есть у небольшой группы, в общем-то, тех наших создателей, кто, в общем-то, является истинным создателем, творцом данной Солнечной системы, в том числе и планеты Земля. Так вот, когда происходило падение, почему происходило? Происходило падение из-за предательства тех родовых отпрысков звездных родов, далее земных родов, которые, в общем-то, были слабы. И захватчики, каждому был свой подход, они каким-то образом каждого подмяли под себя. И эти предатели, они стали сотрудничать, плотно сотрудничать с захватчиками и в целом оккупантами системы Солнечной в целом и планеты. В общем, с этими паразитами. И это продолжалось, это расширялось. И, в общем-то, если хотите, передавалось по наследству. Ну, там разные есть как бы варианты, мы об этом говорить не будем. Это не основная, в общем-то, тема для восприятия и понимания. Так вот, к чему я это подвожу? К тому, что когда дух воплощается в зависимости от его задач, а задачи сюда, с задачами сюда и приходили, и пришли с очень высокими. То есть очистить Землю от паразитов, поднять вибрации, закрепить свет и починить, отладить ту изначальную световую систему, которая была изначально. То есть это, другими словами, означает, что противостоять, убирать отсюда этих паразитов. Но так как все очень сильно подобно, и эта информация, опять-таки, требует довольно широкого восприятия, уровня восприятия. Так вот, та бюрократия, которую вы видите в своей повседневности, сталкиваетесь, в общем-то, с повседневностью, это очень широко видно, как бы. Вообще вот эта вся обстановка, да, это вся обстановка, которая есть и в данном обществе, и, в общем-то, в космическом там братстве, да, она вся очень серьезно и широко видна, проиллюстрирована в фильме «Звездные войны». Все подобно. И вот эта вот многорасовая, многозвездная система, где все разные, где у каждого там свои какие-то причины, желания, задачи, там вот все они как бы преследуют каждый свою задачу. И вот эта вот система, на первый взгляд, может быть показаться, что она сложна, но если понимать принципы вообще работы, это как в человеческом обществе. То есть кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то договаривается, кто-то на общих интересах завязывает связи, кто-то преследует свои интересы, кто-то там уходит в тень, преследует свои интересы. Все это очень как бы сложно. Это не то, что там живут белые и пушистые, а здесь живут одни гады. Нет. Все очень разнообразно. Так вот, опять-таки, это не главная тема. Главная тема, которую я хочу сказать, как происходит воплощение. То есть вот эти вот теневые структуры,
преследуя свои интересы, используя род предателей рода человеческого, предателей, в общем-то, создателей всего пространства, имели очень обширную, скажем так, сеть. То есть это некая такая группировка, да. И вот заходит, поступает информация, что будет заходить такой-то представитель данной такой-то звездной расы вот с такими-то задачами. Вот у него, что подобрано для него, такой-то сценарий воплощения определенный, который известен духу, команде, которая занимается этим. Что происходит дальше? Дальше происходит подмена. То есть некоторое количество духов, которые заходили сюда с серьезными задачами, они воплотились в другом месте, в другом роду, в другой семье, в других условиях. И стали в этом мире, еще плюс забвение, стали в этом мире просто потеряшками. Единственным как бы маяком, которое есть у таких потеряшек, это то, что забвение, оно является, скажем так, не тотальным. То есть почему? Все зависит от уровня, с которого заходит на воплощение этот дух. И вот это является единственными маяками, которыми он может руководствоваться. Но когда такой дух приходит, и он видит полное несоответствие, то есть его даже высшее я, то есть он сам, подсознание, да, он не может понять, он не может сориентироваться, он вообще не там, не с теми, не в том месте, и он находится в полной растерянности. То есть, если у вас возникали такие мысли, что я не там, где мне нужно быть, я не с теми, что, в общем-то, я сильно отличаюсь от своего окружения. Это прослеживается, как правило, с детства, то есть есть некое отличие. Опять-таки это зависит от уровня, с которого заходил, в общем-то, дух. То есть уровень, с которого заходил дух, зависит, в общем-то, вот эта тотальность самого забвения, отшибания, полное стирание как бы памяти, блокировки этой памяти. И вот если у вас возникали такие, в общем-то, мысли, что я не там, что я не с теми, что вообще где я, и скорее всего, что вы являетесь той самой потеряшкой, тем самым, в общем-то, духом, которому подменили план воплощения. Для чего? Для того, чтобы ты не сделал то, для чего сюда пришел. Для того, чтобы ты не выполнил свой план воплощения. Куда отправляются такие духи? Как правило, они отправляются в молотилку, в самые нижние слои бытия, в самые такие сложные ситуации, для того, чтобы максимально загасить вот ту мощь, которая содержится в этом духе.
И отсюда берутся детские травмы, отсюда берутся родители-алкаши или наркоманы, отсюда берутся, в общем-то, сложные жизненные ситуации, сложные потрясения, психоэмоциональные травмы для того, чтобы сломать, для того, чтобы максимально сломать. Сломать что? Сломать вот этот вот волевой стержень, который у подобных существ очень мощный. И перенаправить вот эту мощь на самого, то есть чтобы он свою мощь, чтобы он свою силу направлял против самого себя. Ты не такой, ты кривой, ты молчи, ты там голову не поднимай, рот не открывай, что ты там выпендриваешься. Но у таких существ очень мощная творческая энергия, то есть это суть самого вообще духа, да, творчество, творение. У таких очень ярко выражено воображение. Они очень эмпатичные, то есть это как бы основные такие, по которые присущи всем, да, но там еще и ряд. Но опять-таки мы не об этом сейчас. И как происходит? Вот смотрите, да, отправляют команды. На самом деле есть команда, которая при воплощении, она как бы ее задачей является ведение, помощь своему собрату вот в этом жестком как бы воплощении, да, то есть назовем их хранителями, то есть это команда поддержки, группа поддержки, которая может быть довольно-таки обширной. И как теряется связь? Теряется связь очень просто. То есть команда поддержки, она знает, что в определенный момент, в определенное время есть узловые как бы точки связи. То есть когда воплощенный дух, то есть человек, должен выйти в некие в некую исходную точку, что он должен быть в пункте А. Вот настал момент, значит, X, и он должен быть в точке А. Команда, она, в общем-то, в нужном месте, в нужное время есть. Все условия для того, чтобы как бы перенаправить движение пути этого, помочь ему перейти как бы к следующему этапу, она там находится. Все, в общем-то, для этого создано. Но его нет в точке А в нужном месте, в нужное время. Он отсутствует. И связаться с ним тоже нет никакой возможности, потому что все заблокировано. И к тому моменту человек, как правило, он уже пребывает в неком сложном психоэмоциональном состоянии, то есть его система нарушена, целостность его системы человеческой, она нарушена, и связь отсутствует. Тогда начинаются поиски, но поиски, как правило, ни к чему не приводят, потому что когда человек нарушает, то есть нарушается его целостность, нарушается целостность его системы, то есть энергосистемы, человек начинает погружаться все ниже и ниже.
в нижние слои. То есть его вибрации, они угасают. И этому способствуют те сущности низкочастотные, которые, в общем-то, начинают налипать на этом человеке, потребляя его световую энергию, перерабатывая ее, переводя ее в доступный им диапазон низкочастотности и потребляя, в общем-то, эту энергию. То есть человек начинает погружаться все ниже и ниже. Он начинает менять свои приоритеты, он начинает меняться. Меняться почему? Когда нарушается система, когда есть психоэмоциональные травмы, когда надломлен вот этот световой волевой стержень, здесь вступает как помощник как бы сотворяющаяся личность. Личность из чего создается в этом человеке? То есть происходит расщепление. Личность создается из того набора информации, которая записана в душе. Вот из каких-то составляющих, там могут быть разные мозаики, составляющих создается вот эта вот некая новая личность. И эта личность начинает как бы жить по-новому, так как она разумеет, так как у нее получается, так как она может, так как она, в общем-то, понимает, хочет. Опять-таки, здесь очень сильно превалируют те задачи. Когда человек такой мощный приходит, его отправляют в определенную родовую ветку, причем эти родовые ветки, они могут относиться, как происходит подмена, очень по-хитрожопому. То есть определенный род, скажем так, назовем его зеленый, да, вот он должен воплотиться на верхних как бы слоях этого рода, ветках, да. Его отправляют в тот же зеленый род, но на нижние слои, то есть отмирающие, те, которые там уже себе такую карму наработали через большое количество воплощений, что там как раз-таки самое место такому вот здоровенному, мощному богатырю для того, чтобы он там сидел, перелопачивал всю вот эту вот как бы родовую ихнюю карму этой ветки, которая и так уже там находится на последнем издыхании, да, которая и так уже там на утилизацию как бы идет. То есть человека пускают в молотилку и пользуют его в хвост и в гриву. И вот человек там, вот эта вот личность, она начинает крутиться. Она идет не по своему пути. Для того, чтобы человека у таких сущностей очень мощная как бы именно зацепка на тех как бы близких отношениях, которые являются ключами, мощными ключами и являются некими спасательными волшебными палочками. Когда человек встречает родного духа, с которым опять-таки есть договоренность, да, в каком бы состоянии он ни находился, у него происходит перезапуск. И для этого есть мощные внутренние как бы тоже установки и ключи, которые работают автоматически. То есть они как бы устанавливаются и работают автоматически, в автоматическом режиме. Для того, чтобы сбить вот эту вот чуйку на своих близких и, в общем-то, не своих, неких подставных личностей, их просто-напросто как бы мажут этой зеленой краской яркой, да, и человек принимает, в общем-то, чужого за своего.
и начинает тянуть эту лямку. Почему вот была любовь да прошла, почему ты вдруг, тебе он был родной и близкий, а через какое-то время ты приходишь к тому, что ты находишься вообще с чужим человеком и не понимаешь, как ты с ним оказался. Но это уже туда дальше происходит, когда волевой столб начинает немножечко зарастать, когда он начинает исцеляться. Тогда возникают все эти смутные какие-то вопросы, странные вопросы. И, в общем-то, наступает некий такой момент, как бы пробуждения. Но опять-таки, насколько он наступит, или он там побудоражит, да, пройдет. Сейчас очень мощно встал тот вопрос и та информация о, в общем-то, о звездных парах. Ну, вот это была вся предыстория к ним. Как вообще получается, что ты оказываешься не там, не с теми, и как получается, что твои там родители или там с тобой так поступали, почему они такие там жестокие, кровожадные, и родственники, в общем-то, ведут себя не как родственники, потому что это не истинные родственники, потому что это не истинные близкие, потому что это не истинные родные. Это паразиты, это потребители, и тебя просто кинули туда как бы им на кормежку. Вот поэтому они такие. Это не хорошо, не плохо, это данность. И поскольку сейчас все очень изменилось и все становится более открытым, более свободным, и эти вибрации уже изменились, планета идет, поднимая уровень светимости, уровень вибрации, от этого происходит как бы массовое вот это вот пробуждение. Но опять-таки, насколько массовое. То есть люди начинают задаваться вопросами, они начинают искать эти ответы внутри себя. Зачем сюда заходили подобные пары? Сюда могли заходить как группами, парами, в составе групп пары, то есть по-разному. Для того, чтобы здесь, в этом пространстве, в этой плоскости быть проводниками безусловной любви. Безусловной любви. Быть проводниками и быть теми якорями, которые, проводя через себя, закрепляют эти энергии, эту в данном плане, для того, чтобы ее включить полноценно, расширять, для того, чтобы вот эта вот истинная открытость, истинное чувство, они распаковывались. И, в общем-то, также вели к повышению вибраций. То есть для того, чтобы всю систему привести в должный порядок, в должный уровень. Итак, звездные пары. Что основная, какая задача? Быть проводником, быть источником безусловной любви. Что такое безусловная любовь? Безусловная любовь – это когда ты принимаешь в первую очередь себя. То есть о чем это говорит? О том, что это вообще выравнивание сумасшедше красивое. Для того, чтобы привести всю систему в изначальный
сотворенный порядок. То есть для этого есть эта безусловная любовь. В первую очередь каждый должен научиться, безусловно, любить себя. Это принимать себя таким, какой ты есть. Это понимать, кто ты есть. Это понимать, какие у тебя есть плюсы, какие у тебя есть минусы, какие у тебя есть заморочки. То есть это принимать, безусловно, в первую очередь себя и любить себя. То есть только через любовь к себе ты можешь любить все сущее, ты можешь любить другого человека, ты можешь любить другое живое существо, ты можешь любить эту жизнь через себя. То есть ты принимаешь сначала себя, ты открываешь эту любовь к себе в себе, и через это ты просто начинаешь испытывать то же самое в отношении всего тебя окружающего и всех тебя окружающих. Это не значит, что ты должен любить всех без разбора. Нет. Что такое любовь к себе? Это в первую очередь уважение к себе. Это когда ты ценишь свои ресурсы, когда ты уважительно относишься к своему распорядку, во-первых, к своей системе. То есть все начинается с тела, здоровья, образа жизни. Ты ценишь себя, ты ценишь свои интересы, ты блюдешь свои интересы и руководствуешься в жизни, исходя из своих интересов, из своей ценности, из любви к себе, вот этой вот безусловной. И если перед тобой некая тварь, некий паразит, то относиться ты к нему будешь соответственно. Но на этом уровне уже паразитов как бы нет. Но в как бы пути к этому их куча, потому что как бы изначально ты пребываешь в этой куче паразитов. Но когда ты начинаешь раскрывать, именно раскрывать, потому что она есть в каждом, это безусловная любовь, это цвет Творца. Ты должен любить себя. В этом и есть главная ценность, и в этом и заключается ответственность. Та самая ответственность, которую ты несешь, которая присуща тебе. Ты несешь ответственность за себя, за свой свет, за целостность своей структуры. Это твоя прямая обязанность и прямая ответственность. И вот исходя из этого, ты уже, в общем-то, соответственно относишься и ко всему окружающему, и ко всем окружающим. И когда ты раскрываешь вот этот вот источник этой безусловной любви, ты становишься проводником этой любви и становишься якорем этой любви в том пространстве, в том месте, где ты находишься. Так вот, пары сюда заходили именно для закрепления. Я долго не сталкивалась и как бы не говорила о близнецах, как их называют там, близнецовыми пламенами, потому что на моем пути такого вопроса не возникало, и я, в общем-то, никак не относилась к этой теме,
к этому вопросу, потому что не касалось его. Но сейчас все очень круто поменялось. И зашло сюда близнецов, как я понимаю, как я вижу, довольно-таки много. Кто такие близнецы? Близнецы – это в прямом смысле близнецы. Это они имеют практически идентичную световую структуру, прям идентичную. В энергетическом плане они прям выходят, ну, идентичными. И это очень красиво. В противодействии этим, в общем-то, планам, этим задачам, этим парам, предатели рода человеческого, эти упыри, которые по страшному суду каждый понесет по справедливости должную ответственность за содеянное. Так вот, эти пары, они были раскиданы, ну, кто на что гораздо. Все зависит от того, насколько мощная, опять-таки, пара, с какого плана она зашла, насколько мощная ее световая структура и насколько высока, сложна задача, с которой они сюда зашли. Так вот, чем сложнее, чем выше эта световая структура, тем, в общем-то, шире, дальше они были, в общем-то, раскиданы друг от друга. И в физическом пространстве, да, здесь может быть один быть воплощен, не знаю, там в Африке, другой может быть воплощен где-нибудь на Аляске, и они физически, ну, как бы разные, они выросли в разных, так скажем, культуре, в разной культуре, по-разному они там воспитаны, у них разное, как бы вообще все разное, то есть. Но что я хочу сказать, что какое интересное наблюдение я сделала, что те световые структуры, которые настолько мощны, что даже имея вот такую вот как бы разбросанность, да, эти люди все равно имеют сходные черты в физическом как бы своем облике. И это настолько интересно, удивительно и поразительно. Более того, на такие пары, но это как бы не все, то есть здесь как бы вопрос вот этой вот как бы раскиданности, он может быть у каждого свой, да, то есть здесь может быть люди находятся как бы территориально, да, как вот в плоскости воспринимают большинство, находятся недалеко друг от друга, но они могут иметь разницу в возрасте, да, и здесь все очень как бы индивидуально, есть некие общие как бы правила. На такие пары еще поставлены защитные такие программы паразитарные, которые даже если вдруг человек, эта пара попадает друг к другу как бы в зону сознания, в зону, скажем так, видимости, то срабатывает вот эта вот программа как бы отворота. И первоначально возникает такое непринятие, да, то есть как бы острое непринятие. Но
если побыть с этим человеком довольно-таки непродолжительное время, то эта программа перестает работать. Она просто не может работать вот в этом поле, которое создается между этими двумя людьми. Она перестает работать. То есть это первоначальный, чтобы как пугалка, да, чтобы как бы отпугнуть, отвернуть и все. Разошлись, разъехались и пошли дальше. Но если побыть какое-то время, создается вот это вот поле, как бы притяжение, магнетизм, и эта программа, она перестает в этом поле работать. И тогда возникает необъяснимое притяжение, тогда возникает очень интересное внутреннее ощущение. Хочется поинтересоваться этим человеком. То есть это все идет опять-таки изнутри, из зоны неосознанного. И чем больше интересуешься этим человеком, тем более вот это вот магнетизм, он начинает усиливаться. Бывает так, я недавно с этим столкнулась, это очень удивительно, что люди вообще похожи, то есть они и физически как будто бы являются близнецами. Просто один в мужском теле, другой в женском теле. Но физически они похожи как, в общем-то, родные. У них есть разница в возрасте, но вот эта вот схожесть и территориально они также были вместе. Ну, вообще. Но по причинам уже озвученным, там набор у каждого свой, они просто разошлись как бы по разные стороны. И сейчас очищенное вот это вот пространство, оно начинает работать иначе. То есть возникают вот эти необъяснимые силовые притяжения, которые, в общем-то, пытаются соединить вот эти два магнита, которые, в общем-то, раскиданы где-то, так скажем, на территории. На самом деле, как бы вы не воспринимали отдаленность каких-то территорий, загонов, на самом деле это все как бы условно, потому что в энергиях все совершенно иначе, да, то есть по-настоящему все иначе, чем видится физическими глазами. И в связи с этим возникает у человека огромное количество предубеждений, шаблонов, возникает огромное количество наработанного того программного говняного обеспечения, которое он охватал в жизни. То есть может случиться так, что и как таковая, как бы любовная пара, как пара, да, она не состоится. Но знание того, что есть родной человек, такой же, как и ты, уже окрыляет, уже дарит радость, уже гармонизирует и успокаивает. И готовность принятия вот данной ситуации, как она есть, с этим знанием, оно тоже устраивает. И готовность эта, она освобождает. То есть здесь все очень индивидуально. Но желание находиться где-то рядом с этим человеком, оно будет всегда, и оно будет усиливаться. Поскольку это просто притяжение, которое, ну,
с ним не надо бороться, и это бесполезно, бессмысленно и контрпродуктивно. Более того, оно не для этого создано. Главным здесь еще является то, что насколько ты готов избавляться и перешагивать через вот эти вот некие общественные установки, насколько ты готов. Если готовность есть как бы с двух сторон, и эта готовность честная, эта готовность истинная, открытая, и люди идут навстречу друг другу, тогда происходит волшебство. Но даже зная то, что я вам сейчас скажу, даже зная это, здесь обхитрить как бы себя, пространство не получится, потому что это только истинное, чистое вот это вот желание, намерение, вопреки во что бы то отбросить, только оно будет этому способствовать. Не будет этому способствовать, а произойдет некое, ну, по как бы плоскому восприятию чуда, да, на самом деле здесь нет ничего чудесного, это просто так работает вообще все. Так вот, при готовности идти друг другу навстречу и быть как бы рядом, быть вместе, а, произойдет трансформация, трансформация физического состояния твоего тела. То есть здесь произойдет выравнивание. И как быстро это будет происходить, я этого как бы не знаю. У каждого вполне возможно, опять-таки, индивидуально, все зависит от неких конкретных факторов. Но это выравнивание, которое приведет вас к идентичному состоянию, да, даже визуально. Будут у вас вопросы, вы пишите в комментариях, если что-то более глубже раскрыть. Это первоначальная информация для как бы понимания того, что происходит и что происходит с вами. Потому что эта информация придет именно тем, кому, для кого она сейчас записывается. И это, что еще очень ценно в этом состоянии, это ощущение дома, ощущение родного, близкого, знакомого. Это невероятное ощущение и пребывание в этом состоянии, да, это состояние, которое раскрывает иное восприятие и которое убирает грани между мирами. Сейчас вообще эти грани, они как бы стираются эти грани. Здесь разница может быть тривиальная, то есть здесь может быть разница там в социальном каком-то статусе, да, вот это самое как бы малое какое-то, но готовность
через это переступать, а готовность это через это переступать, она все же идет из источника безусловной любви к себе. К себе. Это убирает и предполагает, что это будет убирать те искажения, которые есть в человеке. Это комплексы, это какие-то установки, это обесценивание самого себя или там своего труда, или там своего какого-то пути, да, своих каких-то увлечений. То есть это выравнивание, оно позволяет выравнивать. И вот такие родные люди, да, которые также воплощены, они попадают к вам и могут прийти на ваш зов. То есть здесь, знаете, как работает? Все работает так, как вы задаете параметрами. Если вы параметры не задаете, то оно работает по тем параметрам, которые были заданы кем-то, либо заданы до этого. Это система. То есть, если вы не задаете параметры, она работает как бы по заданным уже параметрам. Если вы задаете свои собственные параметры, потому что этот мир построен нами, он построен для нас, и все работает для нас и нам во благо. Если ты это знаешь, если ты это осознаешь. Любая программа, которую вы вносите в свое пространство, она будет работать так, как вы ее определили. Очень важно здесь понимать точность определений, потому что большинство слов, которые есть, они не соответствуют сути и слов, и понятий. Вот здесь вот очень важно брать это в расчет. И если вы не уверены в сути тех слов, которые вы говорите, всегда обращайтесь к своему состоянию и ощущению, которые вы хотите испытывать. Так вот, если вы задаете, что параметр, что я хочу быть в том пространстве с родными, истинными родными, я хочу быть и чтобы жить, радоваться, находиться в окружении истинно родных, близких, любимых мне людей. И при задании такого параметра в вашем поле начнут появляться вполне возможно новые какие-то лица, а вполне возможно и не новые, вполне возможно те, которые вы уже видели, которые уже присутствовали в вашем пространстве. Очень интересная вещь — квантовая запутанность. Что она для каждого человека в жизни означает? Она есть. Те хранители, которые были на протяжении там вашей жизни или каких-то тяжелых испытаний, которые вас как бы из самых тяжелых каких-то ситуаций каким-то образом вытаскивали, это и есть те самые истинные родные. То есть те ваши близнецы или та группа, с которой вы сюда заходили на воплощение, она работает так же, как показано в фильме «Интерстеллар», да, по-моему, он называется. То есть откуда-то из будущего вам в прошлое, там, где вы были в тяжелом состоянии, оказывалась какая-то поддержка. И точно так же вы
неосознанно, да, то есть ваше высшее, ваш дух оказывал поддержку, в общем-то, той паре. То есть здесь должно быть открытое мышление, понимание, как это происходит. И по большому счету каждый из нас является хранителем того, с кем мы сюда зашли, или тех, с которыми мы сюда зашли. То есть кто-то зашел сюда в группе, кто-то зашел сюда в паре. И вот каждый для как бы состава этой группы является хранителем. И после вашего запроса в вашем пространстве начнут появляться люди. И это у вас может опять-таки вызывать некие такие триггерные состояния, когда что-то кажется знакомым, я уже где-то когда-то его видел, или я уже это слышал, или я уже там еще что-то. Здесь имейте в виду, что после этого запроса и при появлении какого-то человека, опять-таки, как он попадет к вам, здесь нужно быть открытым, вообще тотально открытым. Он может прийти к вам через социальные, да, вот это все во благо для нас. Тот же самый YouTube, это все во благо для нас, все эти социальные сети. И здесь должно быть открытость и готовность это принимать, потому что какой человек, как он воплощен, в каком, в общем-то, варианте, да, он воплощен в виде кого он сюда пришел, какой у него сейчас статус, как он сейчас выглядит, что он сейчас делает. Здесь не должно быть никаких, но оно будет. То есть при запросе вам будут их показывать. Они будут заходить в ваше поле. Кого-то вы уже видели, кого-то вы не видели. Но при первом у вас будет идти отторжение. То есть что-то у вас где-то сработает, и вы такие прям фу, да, ну не хочу, то есть вообще это как бы не мое. Если у вас такое будет, то есть вы должны вспомнить. Вы должны вспомнить и о той программе отворачивания, что даже если вы попадаете в поле друг друга, что у вас первое, что идет, это некое отторжение. Попробуйте за собой понаблюдать и понаблюдать за этим человеком, да, или свое состояние, то есть оно изменится и появится интерес и некая такая магнетическая тяга какая-то, да. Вполне возможно, что опираться на, ну, не буду я о других параметрах пока говорить, в общем-то, здесь все как бы, чтобы не запутывать, да. Опять-таки, будут у вас вопросы, вы, в общем-то, пишите, задавайте. Будут запросы, я тему раскрою дальше. Не будет запросов, значит, в общем-то, достаточно того, что есть. Это выравнивание также отношений базовых энергий мужского и женского, то есть выравнивание самой базы изначальной мужского и женского. Об этом я, наверное, может быть, поговорю в следующий раз, а может быть и не поговорю. То есть все зависит от запроса. Но я думаю, что я дала ту информацию, которую от меня хотели. Дальше, в общем-то, все в ваших силах. Вы должны понимать, что параметры, задающие ваши и создающие вашу бытность, задаете вы сами. Либо оно идет по заданным ранее кем-то, чем-то, вами или кем-то другим.
То есть вы должны это четко знать и правильно формулировать эти как бы параметры, понимая эту суть. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. Пока-пока.